Я Жерар Депардье. Я был Христофором Колумбом в фильме Ридли Скотта. Я пересек океан, но лишь в фильме, и всего лишь как актер. Вживаясь в образ, я пытался представить, что чувствовали эти люди, отправляясь в полную опасности неизвестность. Образ жизни большинства граждан развитых стран далек от экстремального. Дом, работа, учеба, отдых. Но вы никогда не можете быть стопроцентно застрахованы от попадания в чрезвычайную ситуацию. К примеру, съемки фильма. Это не всегда безопасно. В кино чудесно то, что тебе удается избежать худшего. Но иногда люди гибнут даже на съемках. Совсем недавно в Париже из-за технической несогласованности погиб оператор. Чтобы оказаться в опасной для жизни ситуации, не обязательно служить в армии, милиции или МЧС. Отправившись за грибами, вы можете заблудиться в лесу. Вас может унести в открытое море на летнем отдыхе или зимой во время рыбалки. Опытные путешественники однозначно утверждают, что в таких случаях ваш главный враг – это страх. Осознание того, что вы оказались вдали от цивилизации без еды и воды, заставляет вас паниковать, совершать необдуманные поступки, что нередко приводит к трагическому финалу. Более всего люди боятся остаться без воды. В медицинской энциклопедии под редакцией академика Петровского сказано, что без воды в организме исходно здорового человека уже на 7-й день начинаются необратимые изменения, часто ведущие к летальному исходу. Школьные учебники дают цифру и того меньше – 3-5 дней. Но так ли это на самом деле? Я познакомился с 3 достаточно сумасшедшими парнями, решившими пересечь океан без еды, без воды, на небольшой яхте. Я был уверен, что это неудачная шутка. Экстрим-команда Equites была создана в 1998 году. Отцами-основателями стали Владимир Вукста, больше известный как Голтис, Константин Могильник и Александр Комаров. За последние годы эти отчаянные парни побывали в Ботсване, Кении, Намибии, ЮАР, Свазиленде, Тасмании, Саудовской Аравии, Зимбабве, Малайзии, Занзибаре. Они плавали зимой подо льдом, поднимались на джипе на крышу дома и пешком на Килиманджаро. Equites снимают фильмы и пишут книги. Их миссия – рассказать о совершенстве Земли и о ее бедах. Equites исследуют возможности человека на себе и делятся этим опытом со зрителями и читателями. В этот раз члены команды Equites решили перейти на небольшой яхте Атлантический океан путем Христофора Колумба за 40 дней. Только не подумайте, что это путешествие – увеселительная прогулка. За все 40 дней во рту Голтиса, Андрея и Константина не окажется и маковой росинки. А первые 7 дней они будут голодать на сухую. Ни грамма жидкости не попадет в их организмы в течение недели. Вода уникальна и ничем не заменима. Абсолютно все жизненные процессы в организме человека совершаются с участием воды. И не только в организме человека. На нашей планете нет ни одного даже самого примитивного существа, которое не имело бы в своем составе воду и могло бы без нее обходиться. Да что там существа? Ни одна клетка не в состоянии обойтись без водной среды. Вода – основа жизни, и не зря Землю называют голубой Moi, quand j'ai tourné le film avec Ridley Scott,
Когда я снимался в фильме Ридли Скотта, я не пережил того, что чувствовали настоящие путешественники во время перехода Атлантики. Но я очень хорошо представляю ту эпоху и трудности, с которыми они столкнулись на пути к американской мечте. Августа 1492 года из испанского города Палос-де-ла-Фронтера Христофор Колумб отправился на поиски новых земель. В свою первую экспедицию мореплаватель снарядил 3 каравеллы – Санта-Мария, Нинья и Пинта. Спустя 70 дней каравеллы Колумба успешно достигли островов Карибского моря, ныне всем известных как Багамские, о чем криком «Земля!» известил в 2 часа ночи матрос каравеллы Пинта Родриго де Триан. Я присоединился к небольшой группе людей, которые стремятся преодолеть границы физического выживания. Я пришел в их команду в качестве врача. Они планируют пересечь Атлантику без еды и не употребляя воды в первую неделю. А я попытаюсь понять, почему не смогут или не смогут выжить, выйдя за пределы физических возможностей человека, установленных наукой. Доктор Эдриан ван дер Варт родился в южноафриканском городе Питермарицбург. Изучал медицину в университете Притории, работал в военном госпитале Кейптауна, служил врачом на круизных кораблях в Северной Ирландии, Нью-Йорке, Хероне, Лондоне. Сейчас работает в канадском городе Принц Руперт. Путешествия всегда манили меня. И когда я увидел в интернете объявление, что команде профессиональных путешественников нужен доктор, то понял, такой шанс упустить нельзя. Я отправил свое резюме. И чудо свершилось. Моя кандидатура прошла жесткий отбор среди 12 претендентов из разных стран мира. Люди добровольно идут на тяжелые испытания, предполагающие риск для жизни. Прожить 40 дней без еды, перенести кризис голодания. Бывают забастовки с голодовками, но, думаю, забастовщики никогда не голодали бы 40 дней, потому что человек просто умирает. К тому же забастовщики пьют воду. Я должен был бы слабо верить в такие истории. Но я знаю, человек способен на многое. Можно совершить что угодно, если ты силен духом. Переход через Атлантику команда Эквитес совершит во время рождественского поста, который начнется 28 ноября. Перед путешествием Голтис, Константин и Андрей проходят таинство соборования. Из испанского городка Палос-де-ла-Фронтера началось знаменитое путешествие Христофора Колумба. Здесь установлена мемориальная доска великому мореплавателю, а к причалу пришвартованы копии 3 его каравелл – Санта-Марии, Ниньи и Пинты. С этого городка отправится к берегам Америки и команда Эквитес.
Завтра утром яхта с непривычным для нашего уха названием «Гаруда» выйдет в свой долгий и опасный путь через Атлантический океан. А пока можно немного расслабиться и в последний раз поесть. После того, как часы пробьют полночь, Голтис, Константин и Андрей в течение 40 дней к еде не прикоснутся. 7 футов тебе под килем, Гаруда. Готовясь к путешествию, я написал завещание. Очень хочется верить, что я поспешил. Океан штормит. Яхта с трудом удерживается на плаву. Никто толком не выспался. Капитан сообщил, что сила ночного шторма достигала 8 баллов по шкале Бафорта. Все, кроме капитана, провели большую часть дня в постели. Я чувствую себя очень вяло и даже не хочу пить. Всех тошнит. Особенно тяжело команде «Эквитес». Первые дни сухого поста, когда идет перестройка организма, самые трудные. Идем почти в лоб ветру. Паруса спущены, дизель работает на полную мощь. Скорость очень низкая, всего 2 узла. Капитан говорит, что есть риск не выйти из залива. Тогда нас может отнести назад к Гибралтару. Шторм наконец-то прекратился. Сегодня мне удалось провести некоторые базовые анализы. Как и ожидалось, урина ребят оказалась насыщенной кетоновыми телами. Это свидетельствует о том, что они страдают от сильного обезвоживания и от голода. Когда не хватает глюкозы, организм использует продуцируемые печенью кетоны как альтернативный глюкозе источник топлива. Эта переключающаяся топливная система уберегает тело от разрушения протеина, из которого состоят мышцы. Как только начинают разрушаться мышцы, смерть становится неизбежной. Очень сложно принимать пищу в компании голодающих людей. Под их голодными взглядами чувствуешь себя просто изощренным садистом. Готовясь к путешествию, мы были уверены, что самыми трудными испытаниями будут жажда и голод. Но оказалось, что это не так. Гораздо тяжелее смотреть, как пьют и едят другие, когда ты готов съесть яхту вместе с командой. И снова шторм. Выспаться невозможно. Несмотря на бессонницу, команда начала день бодро. С утра я провел обычный медосмотр. Сегодня у всех троих наблюдается чуть повышенный уровень глюкозы в крови. Ну, еще в рамках нормы. Это удивительно, учитывая, как долго они обходятся без воды и еды. Я еще раз заявил о своей обеспокоенности по поводу длительного обезвоживания. Бесполезно. Команда решительно настроена продолжать свой безумный эксперимент. Более всего меня тревожит состояние Андрея. Он выглядит усталым и большую часть времени спит. Океан добрый, теплый. Океан смывает многое. Погружаешься в воду, такое впечатление, что он снимает с себя одежды невидимые. И снимает одну за другой. Кажется, нет им числа. Что останется, поглядим дальше. Кости в океане, в Атлантическом, на пути к Кубе, на пути Колумба. Хочется плыть и плыть. Потому что голова и сердце делаются все чище. И как-то прямее и яснее думается, чем обычно. С одной стороны, это, как я говорил, такая романтическая и поэтическая сторона современной жизни. С другой стороны, в этом есть реклама и тщеславие. Оно носит черты подвига внешне.
люди скучают по подвигу. Вот. Я был категорически против купания. Случись что, и у Константина не будет сил спастись. Но разве их остановишь? Ну что? Давай. Ты все равно за веревку руками. Доктор волнуется. Он не знает, что океан дает силы. Это лучший подарок на день рождения, просто царский подарок. Главное не открыть рот и не проглотить весь океан. Андрюха, отлично советую! Классно, Костя! День рождения! С днем рождения, Костя! Спасибо, пацаны! У славян именинник должен выставляться. Голтис вызвался помочь готовить праздничный ужин. Добрый повар сначала все пробует собственными пальцами. Лук, соль, маслица, пахнет божественно. Только нам с Голтисом и Андреем такого салата не пробовать еще 33 долгих дня. Будем радоваться за товарищей. Я на глаз так не могу, я просто... И маслицем полил. Да ты что? Костя. Все, ребят. Блюдо готово. Шквал. И салат на палубе. Не беда. Снова лук, соль, маслица на кончиках пальцев. Снова этот волшебный запах. Сегодня мне 45. Команда назначила виночерпием. В самом прямом смысле слова. Я буду наливать ароматное испанское вино, нюхать, наслаждаться вместе с друзьями. С капитаном, с оператором, с матросом, с врачом. Нам же с Голтисом и с Андреем попробовать его не придется. Ведь сегодня у нас 6-й день сухого поста. Команда Equitas – это поистине удивительно. Сложно поверить, но они рискуют собой не ради денег, не ради медалей. Ну вот мы и на Канарских островах. Я буквально пару дней назад сказал, что никогда так не хотел на Канарские острова. Апостол Павел сказал, что бы вы ни делали, все делайте во благо Господа. Я хочу жить по сердцу, я хочу быть абсолютно искренним, абсолютно перед всеми, перед друзьями, перед простыми людьми. И в первую очередь перед самим собой. Начни с себя, и все изменится вокруг тебя. И я считаю, делай во благо Господа, это, наверное, поступай по тому, что у тебя внутри есть, что тебе говорит твоя совесть. Я свою цель пока на данном этапе достиг. Сейчас мы спустим шлюпку, выйдем, и я с удовольствием выпью. К моему облегчению Андрей начал пить сразу, как только мы ступили на твердую землю. Он добавил немного освященной в монастыре воды в свою бутылку и смаковал небольшими глоточками. Я никогда ранее не видел, чтобы кто-то так наслаждался простой водой. Цвет кожи возвращался к нему пятнами. В общей сложности он провел без воды 7 суток и 14 часов. В 1478 году, за 14 лет до знаменитого путешествия Колумба, на острове Гран-Канария высадился конкистадор Хуан Рехон и основал город Лас-Пальмас. Отвоевав у местных жителей территорию, испанцы сразу начали строиться, причем на совесть.
Некоторые дома в Лас-Пальмасе стоят до сих пор. Местные жители бережно относятся ко всему, что связано с Христофором Колумбом. Я решил воспользоваться случаем и сделать лабораторный анализ крови. Пришли результаты анализов крови. Я плохо понимаю, как такое может быть, но они практически соответствуют норме. Сразу после получения анализов Константин также начал пить воду. Голтис решительно настроен голодать на сухую еще несколько дней. В Лас-Пальмасе я познакомился с яхтсменом из Турции Евузом Арером. Он рассказал о том, как однажды провел в море без воды и еды 4 дня. Я из Турции. Однажды в Атлантике мне случилось 4 дня не есть и не пить из-за морской болезни. Не думайте, что голод может пойти на пользу. Уже на 4-й день мои почки начали кровоточить, и я едва выжил. Повторные анализы крови моих подопечных подтвердили, что состояние их здоровья практически в норме. Турецкий яхтсмен едва выжил после 4 суток без воды, а парни из Эквитес после 7 дней сухого голодания идут в сауну. Я плохо знаком с этой северной традицией и просто не в состоянии представить, что может быть полезного для обезвоженного и голодающего человека в сауне. Ладно, Андрей и Константин, они начали пить. Но Голтис – потерять 10% веса и пойти в сауну. Лас-Пальмас – это последняя цивилизованная земля. Следующая остановка – Америка. И до нее чуть больше 3000 голодных миль. Попавший в беду человек должен знать, что голод – наименьшее испытание. Мы обязаны это доказать своим примером. Мы покидаем гостеприимный Лас-Пальмас. В течение месяца вокруг будет только океан. Случись что, и я со своим скудным корабельным медицинским набором буду бессилен. Костя и Андрей начали пить воду. Как уговорить Голтиса последовать их примеру? Я не представляю. Я помню, как провел 10-дневное голодание. Это было очень опасно. Когда я сказал врачу, что голодал 10 дней, он спросил: «Ты что, с ума сошел?» По правде говоря, после 10 дней голодания, хотя я пил воду, у меня были ужасные ощущения. «12 дней голодания». С медицинской точки зрения это необъяснимо. Но все их жизненные функции почти в норме. Вчера мы могли наблюдать, как упал сахар. Это то, чего я опасался. Сегодня они чувствуют себя лучше, но сахар по-прежнему низок. Я наблюдаю за тобой последние 12 дней. Я видел человека, который был в мускулах, а теперь одни кости. Это вроде того, как наблюдать больного, которого пожирает быстрый рак. Внутренние органы, сердце, как бы в порядке. Я не ощущаю внутренних органов. У человека может быть сильный дух, но тело не столь сильное. И тогда их пути расходятся. Я боюсь, чтобы это не произошло с тобой. Я постоянно думаю о воде. Постоянно думаю не только о воде, но и о любой жидкости. Если произойдет что-то плохое, я буду сокрушаться об этом всю жизнь. Во время такого поста
очень растягивается время. Я не знаю, что будет завтра, не знаю, что будет послезавтра. Наверное, состояние будет ухудшаться, но это есть эксперимент. Я надеюсь, что Господь даст мне силы, даст знак, когда я смогу вот выпить свой первый глоток воды. Голтис теряет в сутки почти килограмм веса. Он уже похож на ходячий скелет. Сегодня вечером я буду молиться его Богу и просить, чтобы он заставил Голтиса пить. Ну, вообще важно то, что а вдруг кого-то завалило в пещере, а он на 14-й день, там каждый день для человека будет важен, чтобы выжить. Какие-то визуальные эффекты головокружения, что-нибудь есть сюда? Визуальные эффекты есть. Some visual effects. Я вижу недоеденные вареники в селе у бабушки. I see food. Задачу пропаститься. Голтис уверен, что может голодать без воды дальше. Что он обязан показать? Человек может гораздо больше. Все понимают, что для него это становится опасным. Теперь уже возмущен даже капитан. Это просто непорядочно. На берегу у нас был договор о том, что вы проголодаете без воды 7 дней. А о 14 мы не договаривались. Если бы я знал, не пошел бы с вами. Это последний аргумент. Я не хочу подвергать свою жизнь опасности. Я не хочу, чтобы эксперимент в конечном итоге привел мое состояние здоровья к какому-то плохому завершению эксперимента. Восстановление души и тела. Ярослава. Спасибо, ребята. Спасибо. Голтис начал пить. Пусть море штормит и небо в тучах, он начал сегодня пить. Через 14 дней. Переписать все медицинские книги. Без еды и воды можно прожить 14 дней. В это трудно поверить, но это так. Не могу дождаться того дня, когда расскажу обо всем коллегам. Наверняка меня обзовут фантазером, а за спиной будут говорить, что я спятил. Если когда-нибудь команда будет снова пересекать Атлантику без еды и воды, я точно поплыву с ним, чтобы увидеть лично, что означает дойти до границ возможного. Мы находимся в тропиках, но погода отнюдь не тропическая. Капитан говорит, что изменения климата очевидны. Тепло лишь под прямым солнцем. Большую часть времени дует сильный ветер, и небо в тучах, иногда поливает дождь. Совсем не те ветра, что дули тут во времена Колумба. И даже не те, что наполняли паруса каких-то 5 лет назад, когда наш капитан проходил этими широтами в прошлый раз. На вопрос нашего оператора, где же хваленный теплый Гольфстрим, капитан помолчал, а потом странно пошутил. А может, его больше нет? Привычная, умеренная болтанка в 5-6 баллов. Идем на компьютере на автопилоте. Вдруг хлопок паруса. Пол под ногами вздымается вверх. В иллюминатор врывается поток воды и заливает компьютер. Через голову летят бинокль, чашка, телефон. Капитан захлопывает иллюминатор и выравнивает судно. Шквал умчался, как и пришел. Ветер стих, море такое же, как и 5 минут назад. Только слева повис обломок бревна. Это кедровый стаксельгик толщиной 12 сантиметров. Он расслоился почти по всей длине и сломан пополам. Но самое страшное – бортовой компьютер.
Соленая вода накрыла его полностью. Теперь мы лишены навигации, и нам остается тыкаться в пространстве, как слепым щенкам. Вся надежда на опыт капитана. Все берутся за работу. Сегодня 18-й день, почти половина срока, а там, даст Бог, может и половина. Земля-то уже, я думаю, мы наполовину где-то Атлантики. Я соскучился за домом. Я за женой соскучился. Для ребят это не первый поход, может быть, такого плана он первый. Но внутри какая-то уверенность в том, что все получится. Так как я его очень хорошо знаю, то, судя по голосу, конечно, чувствуется, что это не первый, не второй день, немножко измученный. Приходит час, когда мы оказываемся посередине приключения. Пройдена точка невозвращения. Это означает, что проще двигаться вперед, чем вернуться назад. А значит, пришло время представить каждого члена команды Эквитес. Итак, Голтис. Это он предложил пересечь Атлантику без еды и воды. Это командор. Это немножко Колумб и душа команды. Это мечта, вызов, экстремальный спорт. Константин. Писатель, отец 5 детей, мозг команды. Был человек, который команду вел, но был и автор замысла. Он отец 5 детей. Думаю, что дети гордятся своим отцом. Андрей. Заядлый игрок, рыбак. Тело команды. Несомненно, это тот человек, в чьих силах разворачивать действия до конца. Голтис снова 3-й день без воды. Говорит, что он в порядке. Мое мнение, мнение медика, их совершенно не интересует. Константин проголодал еще 2 дня без воды. Он перенапрягает себя. Опасаясь долговременного вреда для органов, которые кажутся пока нетронутыми. Я решил ничего не предпринимать, пока они сами не попросят о помощи. Я буду просто продолжать медицинские наблюдения. Когда я смотрю на их изможденные, стремительно постаревшие тела, то вспоминаю притчу, рассказанную турецким мореходом Иву Замарером, когда он узнал об этой безумной затее перейти океан без еды. Великий восточный мудрец и странник Хаджа Насреддин, будучи человеком бережливым, надумал приучить своего осла обходиться без пищи. Не будучи человеком жестоким, он тренировал осла, постепенно, с каждым днем, давая сена все меньше и меньше. Прошло немало дней, и осел совсем был уже научился не есть. Но отчего-то вдруг умер. Но вы же, я надеюсь, не ослы? Вчерашний и сегодняшние дни отличаются как черное и белое. Голтис вытащил свою гитару и пел серенады жареной картошки. Андрей попросил крем от солнца и загорал. Константин снова улыбается. Вопреки моим ожиданиям, их медицинские показатели лучше, чем 2 дня назад. Голтис говорит, что теперь их тела исцеляются. Я по-прежнему не могу понять. Если твои батарейки сели, как они могут самостоятельно начать подзарядку? Сегодня команда чувствует себя так, словно человеческий организм может всегда обходиться без еды. Но, как сказал Андрей, сегодня я чувствую себя так, а что будет завтра, я не знаю. Нужно почаще им напоминать о грустной судьбе Ишака Хаджи Насреддина. Вдруг крик Андрея: «Вижу парус, вон там, на северо-западе!» Подплыли, и стало ясно, что это не парус.
это всего лишь пластиковый кранец. Он защищает борт от удара о причал. А на кранце целый засад. Краб, икра, еще краб и прочая живность буйствует. Нет, решает капитан. Отпустим, пусть дальше дрейфует живой узелок по воле ветров и течений. У Господа о нем свой замысел. Сегодня католическое Рождество. Адриан, я желаю тебе и твоим друзьям, команде Эквитес, счастливого Рождества. Я вижу, что вы очень похудели, отощали, устали. В своей убежденности держитесь до конца и поскорее возвращайтесь на землю. В дневнике Колумба можно найти любопытную запись, адресованную испанской королевской чете. В месяце январе Ваше Высочество повелели мне отправиться с достаточной флотилией в упомянутые части Индии. Ради того даровали они мне великие милости, возвысив мой род и позволив отныне и впредь именоваться Доном и быть главным адмиралом моря-океана, а также бессменным вице-королем и правителем всех островов и материковых земель, которые я открою и обрету. И так из поколения в поколение во веки веков. Если бы экипаж Гаруды жил во времена Колумба, то они могли бы стать владельцами очень симпатичного острова. Это остров, которого нет на карте. Справа от нас Ангия, английский остров. Немножко дальше Дог-Айленд, собачий остров. Тоже Англии принадлежащий. Кому принадлежит эта земля, непонятно. Это необитаемый остров. Тут нет никого, кроме нас. 2 января. Тут мы Новый год и встретили. Сегодня 37-й день поста. 37-й день мы ничего не едим. Вот. Самочувствие хорошее, единственное, очень холодно. Товарищи говорят, что жарко и что температура сейчас за 30, а я постоянно мерзну. Приходится все время одеваться. С Новым годом! Чувство голода меня не покидает уже 38-й день. Я понимаю, что главное не думать о еде, не думать о зажаренной до румянца картошечке, не думать о маминых варениках, о бабушкиных пирогах. Но мысли просто не дают ни спать, ни жить. Это просто какой-то кошмар, какое-то испытание. Вот и закончилось самое удивительное в моей жизни празднование Нового года на необитаемом тропическом острове. Капитан сказал, что до конца путешествия осталось приблизительно 3 дня. Значит, настало мое время испытать себя. Начинаю сухую голодовку. В любом случае, этот опыт будет мне полезен как врачу. Человек не испытает сочувствия к голодному, пока не окажется сам голодным. Я предполагал, что будет очень тяжело голодать в условиях океана. Потому что настолько... Голодать, конечно, тяжелее, чем на Земле. Тяжелее, во-первых, потому что они в замкнутом пространстве находятся, им некуда деться, мало места. И плюс вот эта качка постоянная. Если еще одна
бессонная ночь, я просто с ума сойду. Представь себе, за 8 ночей я спал всего лишь 2 часа. Ребята с маниакальной настойчивостью продолжают голодать. Они пьют несколько дней, потом снова прекращают, чтобы попытаться понять, почему они так упорно отказываются от еды и воды. Я принимаю решение последние 3 дня не употреблять пищу. Может, им во время сухого голодания открываются сакральные знания, и мне тоже удастся прикоснуться к истине, которая недоступна людям с набитым едой желудком. Я тоскую по дому как никогда. Проверил все медицинские показатели. Уровень сахара в крови Константина очень низок. Надеюсь, он продержится 2 последних дня. Он говорит, что почувствовал стремительное ухудшение в последние 3 дня. Голтис чувствует себя хорошо, если не считать усталость. Мой уровень сахара тоже опустился ниже нормы. В моей урине обнаружено большое количество кетонов. Воду начну пить завтра, как только мы достигнем суши. А есть начну, когда будем 12 блюдами праздновать с ребятами их православное Рождество. Сегодня у меня текли слюнки при виде ужина из риса с жареным луком и морковью. Андрей дал мне послушать музыку. Это был русский церковный хор. Я не понимал ни слова, но это было очень красиво. Крайне сложный переход через Атлантику путем Колумба завершился успешно. Если человек, открывший Америку, смотрит сейчас с небес на ребят, если ты смотришь сейчас с небес, я уверен, что ты восхищаешься ими так же, как и я. Браво, Эквитес! Великолепно! Из всех внутренних и внешних факторов, которые помогли команде Эквитес успешно пережить период обезвоживания и голодания в условиях ограниченного пространства и почти постоянной качки, ключевые, на мой взгляд, это решимость и сила духа. На это нужно время. Я могу лишь испытывать благоговейный трепет перед тем физическим и духовным испытанием, которое команда Эквитес преодолела в нашем трансатлантическом путешествии. И уже от себя, как от человека, а не как от медика, я бы добавил, что, на мой взгляд, краеугольным камнем успеха команды Эквитес есть вера в Бога. Когда корабль отчаливал с запада, чтобы вернуться опять на запад, это означало, что Земля круглая. Таких людей, как Галилей или Христофор Колумб, могли сжечь заживо, если бы королева Изабелла не поддержала эту экспедицию. Каким образом она оказала ей поддержку? Христофор Колумб был человеком, верившим в существование рая. Он верил в это так же, как наши современники верят, что на Марсе есть жизнь. Это как первый шаг на Луну, эту мертвую звезду, на которой, возможно, была жизнь. Всегда есть миг, когда человек, и это в человеке прекрасно, преодолевает себя и летит на Марс.
основная цель нашего перехода. Мы не сделали ничего такого сверхъестественного, потому что я убежден в том, что каждый человек смог бы это сделать. Но основная цель перехода — это донести людям информацию о том, что человек, попав в экстремальную ситуацию, погибает, впуская в сознание страх. А с верой в Бога, с молитвой, благодаря молитвам наших монастырей, наших друзей, родственников, мы прошли океан, и все здоровые и счастливы. И надо побольше мечтать. И та мечта, которая исходит из сердца, она непременно сбудется, если ты веришь в эту мечту. Потому что все, что исходит от души, от сердца, этого хочет Бог. Константин, я очень рад тебя видеть. Тем не менее, вижу, что ты немного добрал в весе. Ты потерял 17 килограммов. 17. А Голтис потерял 20. За 40 дней? Да, за 40 дней. 40 дней. Значит, вы можете открывать корабли для похудения. Это может стать выгодным предприятием. Наше дело другое. Показать возможности человека. Да, знаю. Сейчас мы планируем экспедицию в космос, где снова собираемся голодать. Я не шучу. В следующем году. Космос. Но это стоит больших денег. Мы не будем платить. Это другое. Мы предлагаем методики, которые решают главные проблемы космонавтов. Гиподинамию. Полетели в космос с нами? Я с удовольствием. Ciao.